Всем героям большой-большой привет! Давайте с вами начнем вторую часть по руководству для начинающих. Нижний ряд мы с вами полностью разобрали, и теперь, соответственно, перейдем к верхнему ряду. Ну, а начнем с того, с чего начнем. Ну, начнем с миссии по гильдиям. Наверное, гильдию мы с вами посмотрели, обсудили. То есть мы каждый раз сюда заходим, обращаем каждый день. Кроме четверга. По четвергам идет подсчет результатов. То есть у нас за неделю с вами должно быть 6 забегов. Мы смотрим на модификаторы, которые здесь у нас применяются на текущей неделе. Вот, к примеру, на этой неделе у нас идет плюс 20% к регенерации здоровья и добавляется плюс 1 у нас проникающий урон. Но также есть и проклятия, которые убирают у нас 20% от урона, плюс уходит у нас вообще отключен шанс критического урона, то есть он минус 100%. Вот, то есть мы обращаем внимание на вот этот пункт, на этот пункт. Исходя из этого мы стараемся как-то там подобрать персонажа, из-за которого будет комфортнее нам играть. Дальше у нас идет PvP. Здесь все немножко одновременно и сложно, и просто. Ну, как уже объяснял, там видео есть про подземелье, арену и PvP. Какие лайфхаки мы можем использовать здесь? То есть мы обязательно с вами учитываем модификаторы, которые у нас идут на текущую неделю. То есть мы смотрим, что на этой неделе у нас преобладание идет у механиков, и они у нас имеют повышенный урон к физическим повреждениям. То есть если, к примеру, мы с вами попробуем напасть на часовщицу, то, скорее всего, она нас победит. Не сможем мы с ней никак сражаться. Дальше. Как делаю я? Я вообще в первую очередь стараюсь смотреть на не на ту цифру, которая у нас нарисована здесь, написана точнее. То есть вот сейчас вот здесь меньше миллиона, у меня 7. Но очевидно, что, скорее всего, я одержу победу над вот этим вот изобретателем. Я зайду сюда, посмотрю, сколько у него талантов. У него 384, у меня там 500 с чем-то. То есть, скорее всего, мой персонаж сильнее, поэтому, скорее всего, я на него нападу. Но для того, чтобы нам с вами получить как можно больше очков, нам с вами нужно посмотреть еще и на вот эти вот значения. То есть если вот это значение у нас будет ниже, чем наше значение, то мы за победу получим меньше очков, чем если бы мы получили за победу над вот этим чудо-техником, или как он, чокнутый техник. То есть мы можем посмотреть здесь, у нас количество талантов меньше, несмотря на то, что у нас рейтинг мощности у него выше. Но и вот этот показатель по очкам у него выше. Соответственно, если мы на него нападем и одержим победу над ним, то тут у нас уже очков за победу мы получим намного больше. Что еще можно выжить нам с вами из PvP? Когда мы открываем лиги по пропуску, ну там лиги, награды, вот это вот все, мы еще здесь вот тоже получаем вот эти вот бесплатные, которые нам даются. Как только мы лигу открываем, вот я дошел до 9 лиги, мы забираем также вот эти бонусные жетоны. Я их использую на кузницу, то есть нам самое главное это что? Прокачать оружие, прокачать таланты, прокачать экипировку. Но арена, она немножко, точнее не так, кузница, она немножко тяжелее и дольше прокачивается, поэтому я набираю 25 тысяч жетонов здесь. Ну, обычно это 2 недели примерно, раз в 2 недели. Ну, раз в 2 PvP. Вот. И захожу вот сюда и смотрю, что же можно взять. В приоритете я стараюсь брать то, что у меня не открыто до 3 уровня. Я беру только то, что связано именно с персонажами, оружием персонажа. То есть, к примеру, можно здесь было бы взять мины, пистолеты, ракету, хронодиски, вот это лопасть ротора, гаечный ключ и турель. А вот эти вот дыхание дракона, бомбы и, ну, могучий бур под вопросом, конечно.
Вот эти вот я бы брать не стал. Почему? Потому что вероятность того, что мы дождемся, скажем так, вот этого ряда, она намного выше, чем вероятность того, что мы дождемся вот чего-то вот из вот этих вот двух рядов. Также здесь можно, ну, скажем так, неплохо было бы накопить жетоны на Цепелома и Львиное Сердце, но персонажей пока и так достаточно, еще есть что открывать, они никуда не денутся, их всегда можно открыть в любой момент, поэтому я особо не гонюсь за этим. То есть я захожу в кузницу, она у нас находится в коллекции, и вот стараюсь посмотреть, что же можно открыть. Вот, к примеру, сейчас идет арена по рыцарю у него в кузнице. Мы когда открываем 3-й уровень, у нас все герои, ну, это своего рода как камень, который дается нам на постоянной основе. То есть у нас все герои получают, наш профиль получает прибавку к области в виде 2,5%. Если мы откроем рейнджера и дойдем у него до 3-го уровня, то перезарядка у нас будет побыстрее. Вот технику я тоже прокачал. Здесь у нас увеличивается урон по оглушенным врагам. Ну, в принципе, и так далее. То есть надо стараться прокачать их до 3 звезд. Если вы в чем-то очень уверены, вот как я, к примеру, вот я выбрал ассасина, и он у меня вот основной, он как-то сам по себе так идет, и по осколкам тоже он лидирует, и в кузнице я его тоже выбил неплохо. Тут я его взял и прокачал, вот, не пожалел вот этих вот свободных жетонов. Они у нас универсальны, они могут применяться ко всем. Я не пожалел вот этих жетонов и прокачал его кузницу до максимума. То есть он у меня основной, мне на нем приятно играть, мне нравится очень этот персонаж, и, соответственно, я вот таким вот образом его повысил. Вот, то есть чем больше персонажей мы с вами откроем, чем больше кузницу мы с вами прокачаем до этих 3 звезд, тем легче нам в целом будет играть. Поэтому этот момент тоже мы с вами не упускаем. Ну, раз уж мы с вами заговорили о кузнице, то давайте тогда перейдем на вкладку «Арена». Что у нас по арене? По арене, ну, тут уже все, конечно, зависит от вашей силы, от вашей мощности, от прокачки персонажа. Долгое время я не мог пройти там, к примеру, 2-й уровень, у меня не получалось. А потом как-то в один момент, по-моему, когда ассасин у меня открылся, у меня вот получилось как-то раз, два, ну, по-моему, до 6-го, до 7-го пройти, и постепенно я поднимался вверх. Вот. И, соответственно, сейчас я вот уже дошел до того, что прохожу, вот пытаюсь, вот видите, 17-й прошел, 18-й пока не могу, но я уверен, что это не проблема, это вопрос времени, просто нужно чуть-чуть сильнее стать, и, соответственно, дальше все пойдет намного легче. Мы здесь получаем награды, то есть у нас, допустим, за 12 уровень нам дается в награду 250 жетонов кузницы для рыцаря, и вот, ну, награда у нас, вообще забег стоит 20 энергии, очков энергии, и возвращается в случае победы нам 10 очков энергии. Тут тоже, как и в гильдии, учитываются вот эти вот модификаторы, то есть мы смотрим, что отключено, что не отключено. Периодически мы здесь можем вставлять и убирать камень ассасина, который дает нам прибавку к проценту моментального убийства, что существенно облегчает нам забеги на арене. Вот, поэтому всегда учитывайте то, что написано вот в этих вот модификаторах. К примеру, и тут еще есть такой момент, кстати. Вот 5-й, 10 уровень, 15 и 20, они дают универсальные жетоны. И, может быть, вы обращали внимание, когда вы заходите в арену, у вас есть внизу вот такая кнопочка «Пропустить этап». Вот я сейчас пропускаю всегда 15 этап, потому что пропустить можно только один раз. Следующие этапы пропустить за вот эту кнопку их нельзя, поэтому 15 это последний, я думаю, многие так делают. Вот лайфхак, пользуйтесь. То есть до 15 дошли, точнее 14 прошли, дошли до 15, у вас эта кнопка еще горит, вы на нее нажали, сэкономили время, сэкономили энергию и перескочили сразу на 16 уровень, да еще и получили 300 универсальных жетонов. По-моему, неплохо. Вот.
По арене, в принципе, просто надо стараться проходить, вот пытаться, не лениться. В какой-то момент у вас должно начать это получаться. То есть все это упирается в вопрос времени. Битва с боссом тоже есть определенные свои нюансы. Сейчас событие вот это закрыто, но совсем скоро оно откроется. Что же там? Там мы с вами можем выбрать персонажа из определенной фракции. Также присутствуют у нас модификаторы, но набор оружия, который мы выбираем, он не совсем у нас является стандартным, как в обычных забегах. То есть, если в обычных забегах мы стараемся как-то отталкиваться от того, что у нас идет массовость, то есть мобы вокруг нас наседают, а здесь у нас идет всего лишь один босс, и периодически там эти мобы мелкие выбегают, которые, ну, особо не беспокоят. Также там присутствуют лики, по которым можно переходить, там есть зоны повышения, зоны, где вы, допустим, не понижаетесь, не понижаетесь и просто остаетесь. В этой же лиге есть зона понижения, допустим, ну не набрали вы урон, и там вас отбрасывает немножко назад, на шаг назад. Какой момент есть там? Какой лайфхак? Во-первых, обязательно рекомендуется брать книгу передвижения, чтобы очень быстро перемещаться по вот этому коротенькому полю. Там поле у нас ограничено в форме прямоугольника, ну или квадрат, ну, по-моему, прямоугольник. Там все-таки соотношение сторон какие-то длиннее, какие-то короче. Вот. И наша задача как можно быстрее набрать вот эти вот сферы опыта, которые дают нам прокачку. Также рекомендуется взять книгу длительности и, как же он называется, уже забыл, луч. Ну вот, мистический посох. То есть мы его берем, он у нас эволюционирует с книгой длительности, и мы берем луч смерти, который у нас прям целенаправленно убивает вот этого вот нашего босса с вами. Но есть еще один нюанс, которым можно пользоваться. В битве боссов нужно обязательно умереть. Как бы это глупо ни звучало, может быть для кого-то и не глупо, ну и об этом секрете вы знаете. Почему нужно умереть? Потому что мы с вами после смерти можем воскреситься в этой игре. И если у нас этот талант, вот он, зелененьким, вот так вот 2 раза провел по экрану. Если у нас вот этот талант хотя бы чуть-чуть прокачан, то у нас после возрождения добавляется на 4 секунды ярость. Лучше всего умирать в конце, когда урон идет повыше, когда мы немножко уже прокачались. И, соответственно, то есть мы умерли, подбежали, у нас враг заморозился, плюс он еще у нас идет и по замороженному врагу идет урон. И, соответственно, мы за короткий вот этот промежуток времени после воскрешения мы нанесли огромное количество урона. Можно возродиться несколько раз, но там уже будут использоваться кристаллы. Я умираю всегда один разочек, поэтому кристаллы я на это не трачу. Все равно всегда найдется какой-то персонаж, который набьет намного-много-много больше, чем я. Вот. Как бы я ни старался, я там держался, к примеру, на 2-м, на 3-м месте, потом под конец битвы уже выползает какой-то мега крутой чувак, набивает больше, чем я, и я расстроенно сижу и смотрю на то, что я там не на 1-м, не на 2-м, а уже там на каком-нибудь 10-м месте. Ну да ладно, все равно награды там идут, все равно нам это в плюс, никуда от нас это не денется. Ну, рано или поздно, возможно, после какой-то определенной прокачки, может быть, и получится занять 1-е место, и если звезды так срастутся, обстоятельства, точнее, так сложатся, какой-нибудь мега там крутой персонаж не вылезет и там проспит эту битву, может быть, и получится выиграть, и чего и вам тоже желаю. Так, здесь, в принципе, разобрались. То же самое, кстати, касается и забегов по гильдии. Там тоже можно под конец уже влететь в эту толпу мобов, умереть, воскреситься и под конец уже поднабить немножко побольше количество очков. Так, едем дальше. Что у нас есть еще? Ну, по приключению тоже отдельное видео есть, можно посмотреть, там прям подробно все рассказал, объяснил, показал. Тоже ничего сложного нет. Единственное, о чем можно вкратце рассказать, то что
Мы стараемся держать количество билетов на нуле, то есть если нам дали билет, то мы обязательно его потратили и идем, потому что, чтобы они у нас не перенакапливались, то есть 2 накопили, отыграли сразу, 1 накопили, по возможности сразу отыграли. Но они у нас даются раз в сутки, поэтому обычно долго они не задерживаются. Бесплатно приключения пройти невозможно. Ну, в каком плане? То есть обязательно нужно будет потратить какое-то количество вот этих розовых кристаллов. В среднем это у вас выйдет где-то 1200-1300, около того. С учетом того, что вот в этих вот лавках, где вот написано «закрыто», в этих вот лавках мы еще берем 2 билета по 150 розовых кристаллов. Ну, у меня здесь политика такая. Я иду, сколько смог, прошел. Ну, по максимуму. То есть там, получается, вот закончится оно через 11 дней. Я получу там, к примеру, еще 11 билетов. У меня будет 35 уровень. То есть мне надо будет, останется еще пройти там, ну, сколько получается, докупить. Раз, два, три, четыре, 5 вот этих клеточек. И все. То есть я потрачу 1000 розовых кристаллов в последний день, но у меня взамен будет новый персонаж. Вот. Так, что еще? Что у нас еще? Ну, более подробно про приключения тоже можно будет посмотреть. Ну, повторюсь, по-моему, раньше я это сказал. Да, там в руководстве видео отдельное есть. Дальше идет подземелье. Подземелье вообще полезная штука. Она у нас запускается по четвергам. Да, вроде бы в четверг ночью, если вы примерно рядом с Москвой живете. Вот. Значит, какие фишки есть там? Тоже нужно стараться проходить. То есть там идет забег на 10 минут. Также есть лиги. Если вдруг в лиге вы не получается у вас лигу пройти, то вы можете откатиться назад на предыдущую лигу, которую вы уже прошли. Проходить ее нужно полностью, чтобы получить полный набор призов. Также не забывайте, какие вещи можете использовать. Ну, раз уж видео для начинающих, то подразумевается, что у вас, скорее всего, нету вот этих вот волшебных сапогов, которые нам придают силу в виде получения опыта каждые 10 секунд. То есть вот он каждые 10 секунд ножкой топнул, и он все сферы опыта собрал. Соответственно, чем это полезно? Тем, что не нужно бегать это все собирать, но это можно обойти. Если вы, допустим, уверены, что пройдете подземелье, ваша задача за эти 10 минут найти вот в этой ледяной глыбе магнитик и не брать его. И когда уже будет оставаться секунды 3-4, вы подбегаете к этому магниту, и он забирает все. Соответственно, вы видите, там будет у вас написано там плюс столько-то монет. Я этим пользуюсь, у меня выходит около 1 300 000 за забег, 1 300 000 монет. Ни много, ни мало, все равно вещь полезная, поэтому пользуйтесь этой штукой. Так, что у нас есть еще по подземелью, что можно сказать? Да, в принципе-то и ничего. Из подземелья мы с вами можем вытащить ключи, можем вытащить свитки, там у нас, по-моему, бывают, и вроде как сферы. Ну, самое главное, то, что это приятное количество по получению ключей. Там ключей достаточно очень много за короткий промежуток времени. Что еще? Подземелье можно играть точно не один раз, по-моему, 2 или 3 раза. И вот если в первый раз мы с вами прошли все подземелье, и на следующий день у нас появляется билет, мы с вами одеваемся в набор аристократа, он же благородный набор, идем в подземелье, запускаем его, уворачиваемся там от врагов в течение 10-15 секунд и выходим. Если шанс сработает, то вам дадут ключ, если не сработает, то не дадут. Но вероятность получить ключик есть, поэтому кому не лень, у кого с памятью все хорошо, не забывайте этот момент тоже отрабатывать и делать. Лишние ключи нам с вами не помешают. Войны фракций тоже такая интересная на самом деле штука. Здесь у нас есть фракционный такой календарь, не календарь, ну как его назвать, табличка. То есть здесь мы с вами можем посмотреть. Вот теневой синдикат у меня дальше всех продвинулся, сейчас его время идет. Они у нас меняются. Чем он полезен? Мы
с вами можем прокачивать быстрее персонажей, можем зарабатывать осколки, можем зарабатывать руны. Периодически нам еще вот такие книжечки выпадают. Здесь также присутствуют эти модификаторы, которые стоит учитывать, и не нужно их игнорировать. Исходя из этого, мы с вами можем выбрать персонажа, за которого нам будет намного легче и комфортнее играть. Поэтому суть везде примерно одинаковая. Также здесь тратится энергия. За одного персонажа сбегать можно дважды. То есть 2 раза отыграли, и, соответственно, нужно будет ждать примерно неделю, там сколько, пока не пройдет время и не вернется та же фракция. Поэтому, если кого-то хотите прокачать как можно быстрее, заходим сюда, выбираем нашего персонажа и вперед. И стараемся пройти. Не смогли пройти, ничего страшного. Наша задача как можно быстрее дойти до самого вот последнего уровня. И я уверен, что это будет очень и очень скоро у вас. Так, ну по всем моментам мы вроде бы с вами как пробежались. Также не забывайте выполнять задания, которые здесь у нас с вами прописаны. Обязательно выполняем еженедельные задания, чтобы получить у нас вот эти вот последние. Да тут, в принципе, все хорошо, кроме вот первого пункта монет, то что, ну, маловато. 420 тысяч — это ни о чем. А вот все остальное, да, это действительно важно, это нужно получать. Лайфхак по еженедельной покупке тоже есть описан в процессе, то есть там ничего сложного. Вы заходите в магазин, жмете на специальные предложения, в самом низу, после того, как зайдете на сайт, в самом низу у вас будет забрать еженедельный подарок, и вот это задание вам засчитывается. В принципе, сложного ничего нет. Ну и все, и в целом просто пытайтесь проходить главы как только сможете. Прошли, допустим, 5 глав на обычном уровне, переключились на сложный. Прошли на сложном, переключились на обычный. Периодически пробуйте проходить кошмар. Вот, и так далее. Календарь тоже не забывайте забирать вот здесь награды. Чем больше дней мы с вами заходим в игру, тем больше у нас показатель по бонусу монет, тем больше, соответственно, монет мы с вами набьем во время фарма. Так, по второй части в целом-то и все. Если нужно дополнить какие-то там дополнения, сделать, выпустить третью часть, может быть, я что-то упустил, о чем-то не рассказал. По событиям, наверное, я не рассказал. Но сейчас событий никаких нет. Здесь у нас может быть шахты, может быть доска, по которой мы бегаем, кубики кидаем. Суть у всех примерно одинаковая. Нужно стараться выполнять задания, не лениться, и тогда у нас все будет очень хорошо прокачано. Забираем призы, которые там у нас находятся. Забираем то, что нам больше всего нужно, то, что тяжелее нам достать. Рано или поздно вы все равно со временем поймете, чего вам не хватает. Поэтому все можно придумать. Ну, не то чтобы даже придумать. Чему-то, точнее, чему-то можно найти применение в событии. То есть, если нам чего-то не хватает, то обязательно там в событии мы с вами это найдем. Вот, и найдем то, что нужно именно нам. Вот, все, выкрутился наконец-то. Никак не мог сформулировать эту фразу. Вот, а так, ребят, все. Можно, конечно, выпустить еще третью часть по поводу тактики. Покажу там, как играю, какие моменты там использую. Да, наверное, третьей части все-таки быть. Ну, а со второй частью мы с вами заканчиваем. Все. Всем большое спасибо, кто посмотрел. Всем пока. Всем удачи. Желаю всем поскорее прокачаться.